Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. Я, как и обещала, связала такой комбинезон спицами. Его можно связать на любую игрушку ростом 30-35 сантиметров. Объем животика моего котика 25 сантиметров. Но если у вас игрушка чуть толще, ничего страшного. Комбинезон связан достаточно свободным. Он абсолютно не прилегает к телу. То есть сюда поместится тело и потолще. Капюшон у нас, конечно, с прорезями под уши. Сзади он выглядит вот так. Все 10 пуговиц, конечно же, расстегиваются. Итак, что мне понадобилось для того, чтобы связать этот комбинезон? Конечно же, пряжа. Я, как всегда, вязала пряжей Yarnart Jeans. Моток серого цвета был полный, вот что от него осталось. А вот моток синего цвета был не полный, но там не хватало буквально чуть-чуть. И вот какое количество нити осталось от него. Если кому-то интересно, номер цвета серого 49, а вот насчет синего не скажу. Я благополучно потеряла этикетку. Что мне понадобилось из инструментов? Спицы номер 3 круговые. Также нужны спицы номер 3 чулочные. Понадобится 2 крючка номер 3 и 3,5. Номер 3,5 нам понадобится буквально в начале вязания. Также необходимы будут маркеры, несколько штук, ножницы, 10 пуговичек, какое-то украшение, тут уже на ваш вкус. И понадобится еще бросовая нить, какая-то ненужная, там остатки пряжи. В общем-то все. Если вам нравится такой комбинезон, присоединяйтесь, свяжем его вместе. Итак, я взяла бросовую нить и взяла крючок побольше, 3,5, чтобы петли были более слабые. Если затянем, нам неудобно будет набирать петли на спицы. И свяжу приблизительно 46 воздушных петель. Итак, после того, как связали цепочку, берем нашу ниточку и спицы. Я буду вязать на круговых и будем набирать по цепочке 40 петель на спице. Раз. Два. 3, 4. Итак, давайте наберем по цепочке 40 петель. Итак, петли я набрала. Первые 3 ряда мы свяжем без прибавок, то есть 1 изнаночный, 1 лицевой и опять 1 изнаночный. В начале ряда 6 петель и в конце ряда 6 петель, это вместе с кромочными, будем вязать всегда лицевыми петлями, то есть это у нас будут петли планки. Итак, первый ряд кромочную снимаем, вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше вяжем изнаночными петлями. Конечно же, не довязывая до конца ряда. В конце ряда у нас будет тоже 6, то есть 5 лицевых и 1 кромочная петли планки. Итак, давайте с вами свяжем этот изнаночный ряд. Следующий ряд свяжем лицевой и третий ряд изнаночный. Не забывайте вязать петли планки всегда лицевыми петлями. Итак, 3 ряда у нас провязано. Теперь будем делать прибавление. Сразу хочу обратить внимание, что перед первой петлей реглана мы не будем делать прибавки, и после последней петли реглана мы тоже не будем делать прибавки. Это необходимо для того, чтобы вот в этой части у нас не прибавлялось петель, а оставалось всегда 6. То есть вот этих 6 петель планки. Итак, одну петлю снимаем кромочную. Вяжем 5 петель планки. Вот наша первая петля реглана. Она будет как раз всегда после петель планок.
Так как мы перед ней делать прибавку не будем, мы ее провязываем. И теперь поднимаем петлю, то есть мы прибавки будем делать за петли нижнего ряда. Так как мы ее провязали, то есть получается мы теперь будем поднимать полупетлю следующего ряда, то есть вот эту вторую получается. Поднимаем, переносим ее на спицу и провязываем слева направо. Вот так. Дальше вяжем 6 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы, конечно, будем делать прибавки с двух сторон от петли реглана. Прибавки мы будем делать вот за эти 2 петли. Первую поднимаем, одеваем ее и провязываем за заднюю стенку. Провязали. Теперь провязываем саму петлю реглана и подхватываем на ряд ниже, так как мы ее провязали, и у нас получилась еще одна стеночка. Вот эта петля, видите, за которую мы провязали первую, и провязываем ее слева направо. Вот так. Дальше вяжем 12 петель спинки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот наша следующая петля реглана. Опять покажу, мы будем делать прибавки вот за эти 2 петли. Первую поднимаем, одеваем на спицу и провязываем ее за заднюю стенку петли. Далее сама регланная петля. И теперь поднимаем уже на ряд ниже, то есть за вторую. Так, одеваем ее и провязываем слева направо. Далее вяжем 6 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот наша последняя петля реглана. Подхватываем за петлю предыдущего ряда, полупетлю, накидываем, провязываем за заднюю стенку петли. Вяжем саму петлю реглана и довязываем этот ряд до конца. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя кромочная. Переворачиваем вязание и все петли, кроме петель планки, вяжем изнаночными петлями. То есть в изнаночном ряду прибавок не делаем, вяжем по узору. Итак, третий ряд реглана. Кромочную снимаем, вяжем 5 лицевых планки. 2, 3, 4, 5, 6. Наша петля реглана, вот она. Ее провязываем и подхватываем на ряд ниже полупетлю. Одеваем на спицу и провязываем ее слева направо. Далее вяжем уже 8 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот наша петля реглана. Поднимаем сначала за вторую петлю, полупетлю нижнюю. Провязываем. Здесь, кстати, можно повесить маркеры, чтобы не ошибиться, где у нас регланная петля. Провязываем регланную петлю саму и теперь подхватываем на ряд ниже. Провязываем
слева направо. Далее вяжем 14 петель спинки. Провязали 14 петель спинки. Вот наша петля реглана. Подхватываем вот эту полупетлю, одеваем на спицу и провязываем за заднюю стенку петли. Здесь тоже можно повесить маркер. Далее провязываем саму петлю реглана. И теперь подхватываем на ряд ниже. Вот так. Провязываем эту петлю слева направо. Далее вяжем 8 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь я маркер вешать не буду, тут сложно ошибиться. После петель планок сразу идет петля реглана. Здесь мы подхватываем полупетлю нижнего ряда, провязываем за заднюю стенку, петля реглана и довязываем этот ряд до конца. Следующий ряд провяжите изнаночный по рисунку. Итак, 4 ряда реглана мы с вами связали. Это, конечно же, не учитывая первых 3 рядов, которые были без прибавок. Теперь нам необходимо связать еще 10 рядов, 5 из которых будут с прибавками. Не забывайте, что в начале ряда мы делаем прибавку после регланной петли, перед ней не делаем. И в конце ряда мы делаем прибавку только перед регланной петлей. Если вам неудобно или может быть непонятно, как я вяжу прибавки, вы можете перед регланной петлей после делать накиды. Главное, в изнаночном ряду провязывайте их скрещенной петлей, чтобы не было дырочек вокруг регланных петель. Ну тут опять от вашего же желания. Может кто-то захочет, чтобы они были, эти дырочки, тогда провязывайте в изнаночном ряду так, как лежит петля накидом. В общем, давайте свяжем с вами еще 10 рядов, 5 из которых будут с прибавками. Итак, я провязала еще 10 рядов реглана. Вот что у меня получилось. На спицах у меня на данный момент 82 петли, это вместе с кромочными. Также я отметила этот ряд маркером. Это для того, чтобы потом мне было удобнее отсчитывать количество связанных рядов после реглана. Итак, в этом ряду давайте сформируем наши рукава. Я подготовила уже иголку с нитью сбросовой. Итак, вяжем сначала петли планки, кромочную снимаем, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Регланную петлю мы тоже забираем в петли переда. И теперь 20 петель рукавов мы переснимаем на нить, закрепляем ее, чтобы петли не убежали. Так. Итак, петли рукава я сняла, здесь ниточку закрепила. Регланная петля, она уходит в спинку. То есть мы ее в рукава вообще не захватываем. Теперь делаем 5 петель подреза. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем вязать петли спинки. Также до следующего рукава. В общем, со вторым рукавом нужно поступить точно так же. Довяжем петли спинки. Здесь
Заберем также петлю реглана в спинку, 20 петель рукава скинем набросовую нить и довяжем наш ряд до конца. Так, ну что ж, петли рукава сняты, рукава сформированы, вяжем изнаночный ряд, вяжем его по рисунку, то есть сначала петли планки и затем изнаночные петли. Петли подреза будем вязать скрещенными. Вот наши петли подреза. Я их буду вязать, получается, за переднюю стенку петли. Вот так. Чтобы не было никаких дырочек. В общем, давайте довяжем этот ряд до конца. Итак, изнаночный ряд я довязала. Вот что у нас получается на данный момент. Спицы, конечно, очень удобные. Итак, теперь поворотными рядами по рисунку, лицевой гладью я провяжу вниз приблизительно 28-30 рядов. То есть без убавок, без прибавок, просто поворотными рядами будем вязать вниз. Во время вязания я буду примерять на игрушку. Я как свяжу эти ряды вниз, я вам вернусь и скажу, сколько рядов я еще провязала. Так, ну что ж, я провязала вниз 30 рядов. Из них я провязала 18 рядов серой пряжи и 12 синей пряжи. Вот что у нас получилось на данный момент. Я пересняла на другие спицы. И, как видите, я сразу отметила петли, где у нас будут пуговицы. То есть, когда мы будем вязать переднюю часть, мы в этих местах будем делать дырочки под пуговицы. Так, где я их расставила? Для начала я поставила маркер там, в том ряду, где мы начинали вязать реглан, то есть первый ряд лицевой с прибавкой. То есть это получается вторая дорожка, как видите. Дальше я отсчитывала 1, 2, 3, 4 и в пятую дорожку поставила маркер. И также все остальные. То есть в каждом 10-м ряду мы будем вязать дырочки под пуговицы на передней части комбинезона. В общей сложности у меня получилось 5 пуговиц будет в каждую 5-ю дорожку. Ну а теперь давайте приступим к вязанию передней части. Я уже набрала 14 петель на спице. Вязать мы будем точно так же, как спинку, то есть тоже количество рядов. Поэтому для начала давайте провяжем, как и на спинке, 3 ряда без прибавок. Здесь также будет 6 петель планок в начале ряда и в конце. Это с учетом кромочных петель. Кромочную снимаем, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше идет 2 изнаночных. 1, 2 и 6 петель вяжем лицевыми, точнее 5 и последняя кромочная. 2, 3, 4, 5 и 6-я кромочная. Переворачиваемся, вяжем лицевой ряд и затем 1 изнаночный. Итак, я провязала 1 лицевой и 1 изнаночный.
На данный момент я на лицевой стороне, и с этого ряда мы будем начинать вязать прибавки, точно так же, как на задней части комбинезона. Также в этом ряду нам нужно сделать первую дырочку, первые две дырочки под пуговицы. Кромочную снимаем, вяжем одну лицевую, делаем накид, далее 2 вместе лицевой, вяжем одну лицевую, это 2 лицевых планки, и вот наша первая лицевая петля. Ее мы провязываем, то есть будем прибавку делать после лицевой петли, то есть пускай она будет у нас регланная, чтобы было более понятно, удобней. Провязываем регланную петлю и подхватываем не вот эту полупетлю, а следующую, так как одну петлю мы провязали. Что ее подхватить не могу. И провязываем слева направо. Дальше идет следующая регланная петля. Здесь мы подхватываем, делаем прибавку уже вот первую от самой петли, дужку петли. И провязываем за заднюю стенку петли. Провязываем эту регланную петлю. Далее вяжем 2 лицевых, потом 2 вместе лицевой. Делаем накид, вяжем лицевую петлю и последнюю кромочную. Изнаночные ряды вяжем без изменений по рисунку. Кромочную снимаем, лицевая, накид вяжем, как он лежит, чтобы образовалась дырочка. Так, 5, 6 и вяжем 4 изнаночные. И дальше уже петли планки. Разворачиваемся на лицевую сторону, вяжем 6 петель планок, одну сняли, 1, 2, 3, 4, 5. Вот наша регланная петля. Ее мы сначала провязываем и за ней уже делаем прибавку. Далее 2 лицевых. Вот наша регланная петля, она всегда идет перед петлями планки. Делаем прибавку, провязываем петлю и довязываем этот ряд. То есть, я думаю, вы поняли, мы будем вязать переднюю часть точно так же, как спинку. Количество рядов с прибавками у нас должно получиться точно такое же. То есть, здесь мы вязали 7 рядов с прибавками. Также нужно и здесь провязать 7 рядов с прибавками. 2 мы провязали, еще осталось 5 рядов с прибавками. То есть, общее число 10. Также не забывайте каждый 10-й ряд, то есть один мы уже провязали, в каждом 10-м ряду вязать дырочки под пуговицы. Прибавки делаем в начале ряда лицевого после регланной петли, в конце ряда перед регланной петлей. Провяжите эти 10 рядов еще, 5 из которых будут с прибавками самостоятельно. Итак, я провязала ряды с прибавками. На данный момент у меня на спицах здесь 30 петель. Теперь нам нужно провязать вниз 32 ряда. То есть вот этот ряд я отмечала, когда мы закончили вязать реглан, то есть ряды с прибавками. И вот от него у нас теперь получается связано 32 ряда.
Теперь здесь также вниз нужно связать 32 ряда без прибавок. Свяжите их самостоятельно. Не забывайте делать дырочки под пуговички в каждом 10-м ряду. Я как свяжу переднюю часть, вернусь к вам. Итак, я связала переднюю часть. Также обратите внимание, я выделила середину переда и середину спинки. Это необходимо для того, что когда мы будем соединять наше вязание, сразу выделить середину комбинезона, чтобы когда мы вязали ножки, нам потом не искать эту серединку. В общем, лучше отметить. Теперь нам нужно соединить эти две детали. Это будет вот так. Я петли, планки сразу перенесла на спицу дополнительную, чтобы было удобнее начинать соединять. То есть на данный момент это вот так. И вот эта часть сюда. То есть нам нужно теперь вот это все дело соединить. Так. Я беру спинку, присоединяю сюда перед. Вот так. Не совсем удобно, миллион спиц. Взяла спицы номер 3 чулочные. И вот эти петли планки мы будем вязать вместе. Их нужно постараться первые вот эти петли связать скрещенные, то есть за заднюю стенку, чтобы здесь не было сильно растянуто, чтобы не было дырочки. Так, первая петля. Да, забыла сказать, нам необходимо провязывать, когда будем сейчас соединять в круг, на спицах должно быть по 18 петель. То есть на чулочные спицы мы будем распределять по 18 петель. Так, первая. И вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Так, начало положено. Теперь довязываем до середины, которую мы отметили. Раз. Все, наша середина, маркер могу убрать. Здесь у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 петель. Недостающих 3 мы потом возьмем отсюда. Так, вяжем дальше. Теперь вяжем до следующей планки. Так, я дошла до планки, взяла вторую часть, соединяем и также вяжем по 2 петли. Раз.
удобно. 2. 3. 4. 5. И последние вот эти 2 петли я провяжу скрещенными. Вот так. Все, эти спицы я убираю, слава богу. И продолжаем вязать. Так, у меня сейчас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 петель, 16, 17 и 18. Так, сейчас проверю себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все верно. Беру следующую спицу и довязываю этот ряд до конца. Здесь также нужно будет перейти на другую спицу, а вот эти 3 последние петли просто перекиньте на начальную вот эту спицу. Итак, я соединила вязание. У меня тут произошла небольшая неувязочка по расчетам. По моим подсчетам у меня должно было остаться 72 петли после соединения. Но волшебным образом осталось 70. Ну да ладно, ничего страшного. Главное, чтобы вот здесь была четко середина. То есть, когда мы будем вязать ножки, чтобы у них, чтобы было четко в середине, они разделялись. Так как у нас сейчас 70 петель на спицах, нужно прибавить 10 петель, иначе наши ножки не пролезут. Ну и в принципе мне не нравится, когда штанишки более обтянуты. Я люблю, когда они все-таки пошире. Давайте через каждых 6 петель сделаем прибавки. Вот это у нас будет сейчас пока что начало ряда. Вот у нас перед и вот так вот. Вяжем 6 петель. 1, 2, 3, 4, провяжу скрещенно ее, 4, 5, 6 и сделаем прибавку из протяжки. Поднимем ее вот так и провяжем скрещенной. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаем, накидываем на спицу и провязываем ее слева направо. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаем из протяжки, накидываем на спицу и провязываем слева направо. Это третья прибавка. Итак, еще нужно сделать 7 прибавок. 2, 3, 4, 5, 6. И четвертая, это что ж такое? Прибавка. Давайте довяжем этот ряд самостоятельно и сделаем еще 6 прибавок. Итак, я довязала ряд с прибавками. Теперь у меня на спицах 80 петель, на каждой спице по 20.
Теперь необходимо провязать немного вниз. Я провяжу приблизительно 10 рядов. По кругу лицевой гладью 10 кругов. Я как свяжу, скажу вам точное количество рядов, сколько я связала. И затем начнем вязать сами штанишки. Итак, я провязала 10 рядов вниз. Теперь переходим к вязанию штанишек. Так как у нас ряд начинается здесь, а середина здесь, давайте провяжем до середины. Так, я провязала до середины. Теперь делим наше вязание пополам. Сначала будем вязать вот эти две спицы, а затем присоединимся и эти. Начинать будем с изнаночного ряда, то есть первый ряд будет изнаночный. Вязать будем поворотными рядами, как вы уже поняли, лицевой гладью. Всего провязать нужно 18 рядов. Затем, после того, как свяжем 18 рядов, свяжем еще 10 рядов резинкой 1 на 1. Для удобства я перенесу вязание на одну спицу. Так, эту спицу я убираю и продолжаю вязать на второй. Итак, давайте провяжем 18 рядов лицевой гладью, поворотными рядами. Опа. Небольшое ЧП. Итак, первый ряд довязали. Разворачиваемся. Теперь у нас будет первая петля кромочная. И последняя тоже будет кромочная и изнаночная. Итак, первый ряд я связала. Мне осталось еще связать 17 рядов. Когда я их свяжу, я вернусь к вам. Итак, 18 рядов лицевой гладью я провязала. А теперь приступим к манжету. Будем вязать его резинкой 1 на 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, мы провяжем 10 рядов. После того, как провяжете 10 рядов, закройте петли привычным для вас способом и обрежьте нить. Затем присоедините нить к этим двум спицам и начните вязать вторую ножку. Начать нужно именно с изнаночного ряда, то есть вы сюда присоедините нить и начнете вязать изнаночный ряд. Это будет первый. Ну и соответственно также 18 рядов сначала лицевой гладью, затем 10 рядов резинкой 1 на 1. Но когда закроете петли, если вы будете
сшивать штанишки, как и я, крючком, то нить не обрезаете. Если будете сшивать иголкой, то оставьте достаточно длинный кончик, чтобы вам хватило сшить штанишки. Итак, повторюсь, сейчас провяжу 10 рядов резинкой 1 на 1 и закрою петли. Встретимся, когда будем сшивать штанишки. Я думаю, вторую штанину сможете связать самостоятельно, там только присоединить нить к изнаночному ряду. Итак, я довязала штанишки, вывернула наизнанку, и теперь будем вот так вот сшивать. Я буду соединять детали крючком. Вы можете иголочкой, кому как нравится. Вставляю крючок в первую петлю и за кромочные петли буду соединять детали. Так, вот первая кромочная, и вот отсюда здесь первая кромочная. И с помощью соединительных петель, сильно не затягиваю, чтобы не стянуть. Крючок я взяла номер 3. Так. И вот таким образом сошью обе штанины. Вот так. Подхватываю здесь кромочные петли и здесь кромочные. И с помощью соединительных петель. Итак, я сшила, соединила штанишки. Также я связала уже, как видите, один рукав. И давайте приступим ко второму. Я уже подняла петли на спицы по 10 на каждую. И теперь давайте поднимем петли, где у нас петли подреза. Всего нужно поднять 8 петель. Итак, я начну отсюда приблизительно вот так. Помогу себе сначала крючком. Раз. И затем под петли прям подреза. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот сюда вот под последнюю 8. Все. Теперь необходимо связать 20 рядов лицевой гладью по кругу. Также я себе отмечу ряд, откуда я начинала, так как мой счетчик рядов по непонятным обстоятельствам сломался. Высчитывать, запоминать, сколько кругов связала, постоянно считать я не люблю. Вот так. После того, как свяжем по кругу 20 рядов лицевой гладью, далее необходимо будет связать резинкой 1 на 1 манжет количеством 10 рядов, так же как на штанишках. Я этот момент снимать не буду. Я думаю, тут даже разберутся и смогут начинающие вязальщицы, поэтому думаю, проблем не будет. Итак, давайте свяжем 20 рядов
лицевой гладью по кругу, а затем 10 рядов резинкой 1 на 1 манжет. И закройте петли привычным для вас способом. После того, как свяжем рукава, поднимем петли капюшона и свяжем капюшон. Ну что ж, начинаем вязать капюшон. Я подняла петли на спицу, убрала бросовую нить и присоединяюсь к той стороне, где у меня ниточка от наборного края. И провяжу этот ряд изнаночными петлями. Так, давайте провяжем этот ряд изнаночными петлями, а в следующем ряду сделаем немного прибавок, чтобы капюшон был более свободный. Итак, изнаночный ряд я довязала. В этом лицевом ряду мы будем вязать ряд с прибавками. Прибавки мы будем делать через каждые 2 петли из протяжек. Кромочную снимаем, вяжем одну лицевую, затем поднимаем из протяжки петлю и вяжем ее за заднюю стенку петли. Опять 2 лицевые, 1, 2. Поднимаем петлю из протяжки, одеваем на спицу и провязываем за заднюю стенку петли. Опять 1, 2. Поднимаем петлю из протяжки и вяжем за заднюю стенку петли. И так мы будем вязать до конца ряда. Следующий изнаночный ряд провяжем все изнаночные. После изнаночного ряда нужно будет провязать приблизительно 30 рядов. Я, когда провяжу, вернусь, вам скажу, сколько я провязала. До того места, где у нас будут прорези для ушек. Давайте довяжем этот ряд, затем провяжем изнаночный и потом приблизительно 30 рядов. Платочной, извиняюсь, лицевой гладью, поворотными рядами. Итак, я провязала капюшон вверх 34 ряда. Теперь давайте отметим петли там, где у нас будут прорези под ушки. Отсчитываем от начала 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ставлю сюда маркер. Там, где будем убавлять, 1, 2, 3, 4, 5. Точнее, закрывать петли. И с этой стороны точно так же. Отмеряем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь 1, 2, 3, 4, 5. И теперь закроем эти петли. Итак, вяжем первых 10 петель, кромочную снимаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Маркер можем убрать. И теперь будем закрывать таким способом. Сначала провязываем 2 петли вместе и возвращаем эту петлю назад. Это была первая убавка. Убавка, то есть закрыли петлю. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Убираем маркер. Что-то зацепилось. Ух, эти маркеры. И последнюю 10-ю петлю. Все. Закрыли 10 петель. Дальше вяжем до следующего маркера и также закрываем 10 петель. И довязываем этот ряд до конца. Встретимся в изнаночном ряду. Довязали лицевой ряд, приступаем к изнаночному. Кромочную снимаем и вяжем 10 изнаночных петель до места, где мы закрывали петли. Довязали, теперь добираем этих 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И продолжаем вязать до следующих петель, где нужно набрать. Довязываем сейчас эти изнаночные петли, также добираем 10 петель и довязываем этот ряд до конца. Я перевернула вязание, провязала первых 10 петель лицевых. Вот эти петли, которые мы накидывали, то есть воздушные петли, вязать нужно обязательно скрещенными. В данном случае я буду вязать их за заднюю стенку петли. После того, как я довяжу этот ряд, провяжу еще изнаночный и свяжу еще вверх приблизительно 10-12 рядов. Я вернусь, скажу, сколько я провязала. Закрою петли и будем сшивать капюшон. Довяжите этот ряд, затем изнаночный, и потом я скажу, сколько еще вверх я провязала. Итак, я провязала вверх еще 14 рядов и закрыла петли. Оставила достаточно нити, вдела нить в иголку и буду сшивать его. Сшивать буду с лицевой стороны за кромочные петли. Ввожу, так, секунду. Ввожу иголку сначала с этой стороны, первую петлю. Вот так. И вывожу ее сюда. Теперь переходим на эту сторону. И где у нас выходит нить, вводим опять туда иглу. И выводим через вот эту перемычку в следующую. Переходим на эту сторону. Вот у нас отсюда выходит игла, петля, нить. Вводим сюда же иголку и выводим уже в следующую петлю. И таким образом прошью весь капюшон.
И затем слегка подтягиваю. Главное не перетянуть. И опять ввожу сюда иголку. Перехожу на эту сторону. Давайте так дошьем капюшон до конца. Итак, капюшон я сшила. Вот что у меня получилось. Теперь я хочу сделать обвязку нитью синего цвета вот по всему периметру, вот так вот. И как раз капюшон у нас не будет заворачиваться, хотя после стирки и глажки он так не будет заворачиваться. И спрячу кончики нити. Взяла крючок номер 3, присоединяюсь прямо вот здесь, в местах соединения спинки и переда. И закромочные петли, кончик сразу буду ввязывать, буду вязать столбиками без накида. Сильно не затягивать. Я бы, наверное, здесь даже взяла бы крючок номер 3,5. И вот закромочные прям петельки буду вязать обвязку. Давайте обвяжем комбинезон полностью. Ну что ж, мой комбинезон готов. Я закончила обвязку. Как видите, я уже пришила пуговицы. Мне осталось комбинезон постирать, отгладить. Также я хочу с помощью утюга приклеить сюда аппликацию. Возможно, еще что-то добавлю. Спасибо всем, кто вязал вместе со мной. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Надеюсь, вам видео понравилось. Всем до новых встреч и хорошего весеннего настроения!